Привет! На связи Дмитрий Антошкин. Я эксперт в области краудфандинга и многоуровневого краудинвестинга. Или простыми словами, все, что связано с инвестированием в стартапы через народное финансирование. Свой путь инвестора я начал в 2014 году. За все это время я получил огромный опыт в сфере инвестиций. Много раз терял деньги, но и также многократно приумножал их. Проинвестировал я за все это время около 1 миллиона рублей, поэтому мне есть о чем тебе рассказать. В этом видео я расскажу тебе об одном из 8 проектов, куда я уже инвестировал деньги, а точнее это даже не один проект, это целая экосистема Today. Проект напрямую связан с киберспортом. Да-да, ты не ослышался, киберспорт и все, что связано с игровой индустрией. Я считаю этот проект очень перспективным по нескольким причинам, о которых сейчас тебе расскажу. Досмотри это видео до конца, в конце я покажу, сколько зарабатывают киберспортсмены, входящие в топ-10 мирового рейтинга, и сколько уже можно зарабатывать на этой быстро растущей индустрии сейчас. Итак, погнали! Первый важный фактор, который повлиял на мое решение, это ежегодный рост рынка в среднем на 30% в год. И этот тренд сохраняется последние 5 лет. Тем самым становится привлекательным как для крупных, так и для мелких инвесторов. А сейчас ты видишь статью от РБК, вышедшую год назад, где говорится, что рынок России занимает 3-е место в мировом рейтинге. И это говорит о том, что на нашем рынке можно зарабатывать большие деньги. Подчеркиваю, и это только российский рынок. За 2019 год я статистику пока не нашел, точнее ее вообще пока нет, но точно уверен, она еще лучше, чем за 2018 год. И мы плавно переходим к фактору номер 2, а именно команда. Как ты понимаешь, без хорошего водителя за рулем автомобиля, если это даже суперкар, с неопытным водителем ты явно далеко не уедешь, а скорее всего до первого поворота. Согласен? Напиши в комментариях. Над реализацией проекта сейчас трудится команда более 20 человек, а за рулем сидят опытные ребята, о которых я сейчас тебе подробно расскажу. Алексей Морозов, генеральный директор Today, финансовый директор Bazaar.com, имеет опыт в создании киберспортивного клуба и создании киберспортивных команд, а также имеет опыт в киберспортивных соревнованиях, то есть это именно тот человек, который полностью понимает всю кухню киберспорта, потому что он уже много лет варится в этом борще. Второй член команды — это Михаил Гостев, инвестор и инвестиционный аналитик, имеет успешный опыт в работе в ряде краудфандинговых проектов, автор мастер-классов по инвестированию. Я лично знаком с Михаилом и могу с уверенностью сказать, что этому человеку можно доверять. Третий важный член команды — это Александр Макиянов, юрист в области IT, киберспорта и инвестиций. Управляющий партнер юридической фирмы Макиянов и партнеры, первый юрист, выигравший судебное дело в сфере киберспорта. Следующий важный пункт – это юридическая политика компании. Компания зарегистрирована в Российской Федерации. Ее деятельность полностью соответствует законодательству Российской Федерации. Документация компании соответствует вступившему в силу закону о краудфандинге. Есть все необходимые и понятные документы для всех инвесторов. Далее у нас идет ядро всей экосистемы, это запущенный проект, который уже приносит нам прибыль. И проект, который будет запущен весной этого года. Повторюсь, Today задуман как экосистема из нескольких продуктов игровой тематики, который позволяет сократить рекламные и прочие издержки по каждому из них. Это дает огромное преимущество по отношению к конкурентам. А чтобы лучше тебе было понятно, прямо сейчас давай перейдем на сайт Yandex.ru, которым пользуются миллионы людей ежедневно. Переходим на главную страницу, нажимаем еще, далее все разделы, и тут сразу становится все понятно, как выглядит экосистема Яндекс и из чего она состоит. И вообще, что такое экосистема в целом. Дальше, я думаю, не стоит продолжать. И первый действующий продукт — это новостной портал Game Today, который посещает более 1 миллиона человек в месяц. Это также сообщество ВКонтакте, YouTube, Twitch, Twitter и многое другое. Суммарно около 135 тысяч подписчиков. Это ежедневные новости игр, киберспорта, технологий, кино и интернета. Про современные развлечения и лучшие игры мира. Новостной портал Game Today объединяет сотни тысяч геймеров, все они потенциальные клиенты интернет-магазина Play Today, к которому мы плавно сейчас переходим. И как ты уже понял, магазин Play Today — это второй действующий продукт. Первая версия сайта была запущена в марте 2019 года. В течение всего года сайт постоянно трансформировался и дорабатывался, и по сей день продолжает подстраиваться под реалии рынка гейминга. На данный момент ведется огромная работа по выстраиванию доверия конечного клиента, так как в сети много мошенников. Для всех инвесторов руководство ежемесячно в закрытой группе ВКонтакте показывает отчет о проделанной работе в цифрах. Скорее всего, у тебя возник такой вопрос: есть ли конкуренты у магазина? На
данном этапе компания не будет конкурировать с крупными игроками, например Steam, поскольку продает копии игр, в том числе распространяемых и активируемых через Steam. Когда компания реализует всю экосистему в полном объеме и достигнет определенного уровня развития, она планирует занять топовую позицию на мировом рынке гейминга. Сейчас у магазина уже есть некоторые отличия, а именно задания, которые можно выполнять и получать за это внутреннюю валюту, а потом совершать на нее покупки внутри магазина. Также есть щедрая партнерская программа, много различных бонусов и плюшек. Следующим пунктом идут лотбоксы. Лотбоксы — это самостоятельная часть магазина, которая приносит нам прибыль. Это своего рода лотерея, только она беспроигрышная. Подчеркиваю, беспроигрышная. Поэтому ей пользуется огромное количество игроков. Приведу пример, как это работает. Ты покупаешь кейс, сундук, как угодно называй, условно за 300 рублей. И при вскрытии можешь получить, к примеру, игру, которая стоит 2-3 тысячи рублей. Либо какой-нибудь артефакт из популярной игры, который также может стоить 2-3 тысячи рублей. Магазин зарабатывает на том, что люди оплачивают эти кейсы, часть идет на выигрыши, часть в доход компании. И теперь давай поговорим о нашем флагмане — социальной сети Today, с широким набором возможностей для общения, обсуждений, создания кланов, тематических сообществ. Сейчас она находится на стадии разработки. Запуск состоится в апреле этого года. Конкурентов на рынке сейчас просто нет. Вроде Steam как-то пытался создать, но у него ничего не вышло. Именно социальная сеть даст огромный толчок в продвижении всей нашей экосистемы. Социальная сеть — это некий драйвер, который приведет нас к большим результатам, о которых даже сложно предположить. Посчитать капитализацию и доходность социальной сети просто невозможно. Это может быть тысячи и десятки тысяч процентов. А теперь давай пробежимся по дорожной карте. Кто не знает, что такое дорожная карта, объясняю. Это своего рода план развития компании за определенный отрезок времени. Сейчас ты видишь план развития экосистемы Today с июня 2018 года до мая 2020 года. Сразу забегая вперед, все цели и задачи, прописанные в плане, команда успешно выполнила на данный момент времени. И теперь поподробнее об этом. Как ты видишь, стартанули ребята в июне 2018 года, чуть больше 1,5 лет назад. Начали с разработки магазина. Спустя 6 месяцев, в декабре 2018 года, разработка магазина была успешно закончена. Далее потребовалось еще 3 месяца, чтобы успешно запустить магазин. Запуск первой версии магазина был произведен в марте 2019 года. Спустя 3 месяца, в июне 2019, мы получили уже первые дивиденды. И спустя еще 6 месяцев, в декабре 2019, мы получили уже вторые выплаты по дивидендам. Дивиденды на старте получились небольшие. В общей сложности за 9 месяцев проект Today заработал около 500 тысяч рублей. Все эти деньги были распределены на всех инвесторов. Как я уже говорил ранее, магазин все 9 месяцев постоянно модернизировался и изменялся. Претерпел много полезных изменений и доработок. И все это время работал без рекламы. А как мы знаем, реклама — это важный двигатель торговли. Все это время команда тестировала гипотезы продаж. В начале этого года, назовем это испытаниями, были закончены. И только сейчас начинается мощная популяризация нашего магазина через блогеров, социальные сети и многие другие рекламные площадки, что повлечет за собой естественный рост продаж и увеличение дохода. Дивиденды с этого года будут выплачиваться всегда раз в квартал: в апреле, в июле, в октябре и в январе. Распределение прибыли происходит следующим образом: 50% дохода всегда принадлежат инвесторам и 50% принадлежит компании. И у нас остался последний пункт — это покупка долей компании и какой доход они могут нам приносить. И потом я расскажу про долларовых миллионеров, которые зарабатывают свои миллионы. Покупку долей можно совершить несколькими способами. Первый способ — это совершать разовые покупки. Цена одной доли сейчас 3999 рублей. 1,5 года назад, когда ребята только стартовали и риски были огромными, цена доли тогда была всего 750 рублей. И в течение всего времени цена постоянно повышалась, а риски уменьшались. Сейчас риски очень минимальны, так как уже есть действующие бизнесы. Дальше цена будет только расти. Как ты видишь, у меня 65 долей. Я покупал их ровно год назад, когда цена была 2000 рублей за одну долю. Также есть удобные беспроцентные рассрочки. Выбираешь удобный для себя пакет долей, например 10, 20 либо 30 штук, и выплачиваешь в течение 6 или 12 месяцев равными частями. В рассрочке есть еще скидки. Смотри,
Покупаешь, к примеру, 10 долей и получаешь скидку в 3%. Покупаешь 30 долей и получаешь скидку в 7%. Максимальная скидка, которая может быть, это 15%. А еще есть аукционные доли, но они скоро закончатся. Действует эта история до конца февраля, но здесь нужно сразу вносить всю сумму. К примеру, можно купить 2 доли, где цена за одну долю составляет 2550 рублей, итого 5100 рублей. Так, но эти доли уже кто-то купил. Смотрим дальше. Вот, можно купить сейчас 2 доли, но цена уже за одну долю составляет 3500 рублей. Или, к примеру, 10 долей, где цена уже за одну долю 3200 рублей. И самое интересное, сейчас ты видишь график прогнозируемого дохода и стоимость на одну долю. Синим цветом нарисован график роста цены в течение 3 лет. Сейчас одна доля стоит 4000 рублей, а через год она может стоить уже и 10-15 тысяч рублей. Через 2 года она может стоить около 50 тысяч рублей, а через 3 года может стоить и все 100 тысяч рублей. Это, конечно, оптимистичный прогноз, но если даже реализуется, к примеру, на 20-30% от запланированного, я буду очень доволен, так как капитализация моих вложений составит уже 1500-2000%. Скажи, пожалуйста, где можно за 2-3 года получить хотя бы 500%? А 1500-2000% это далеко не предел для этого проекта. Вопрос всего лишь времени. Фиолетовым цветом ты видишь график дивидендов на одну долю. Здесь показан ежегодный доход только от магазина, подчеркиваю, только от магазина. И мы видим, что в течение 3 лет можно выйти на доход в 30 тысяч рублей в год на одну долю. К примеру, сейчас ты берешь в рассрочку 20-30 долей на 12 месяцев. И через 1-3 года получаешь пассив 500-600 тысяч рублей в год. Я считаю, неплохой доход. Что сам думаешь? Как я говорил ранее, доход от социальной сети не учтен, потому что его невозможно посчитать, так как у сети огромное количество способов монетизации, и доход от социальной сети может быть десятки и сотни раз больше, чем от магазина. Сейчас у тебя должен возникнуть вопрос, зачем еще продавать доли, если компания уже зарабатывает деньги? Отвечаю, у нас социальная сеть, которая еще в реализации, плюс развитие и масштабирование всех проектов, а текущая работа только начала путь к окупаемости, поэтому еще много чего впереди и на это нужны инвестиции. Всего выпущено 60 тысяч долей, реализовано чуть больше 30 тысяч. И я думаю, скорее всего, продавать весь остаток долей не придется, так как компания теоретически может выйти на хорошую прибыль уже в ближайшие месяца. И чем меньше долей, тем больше прибыль. И как обещал в начале, рассказываю про киберспортсменов, долларовых миллионеров. И начну немного с истории. Впервые киберспорт, как ни странно, был официально признан в России и только потом во всем мире. Это было 19 лет назад, 25 июля 2001 года. А 7 июня 2016 года был опубликован приказ о включении киберспорта в реестр официальных видов спорта Российской Федерации. Сейчас в некоторых вузах преподают теорию и методику киберспорта. Также сейчас компьютерный спорт ставят в один ряд с футболом, хоккеем и баскетболом, а победителям крупных соревнований платят огромные гонорары. Откуда деньги? Главным источником денег являются крупные бренды, в основном это сами издатели игр. Именно они организуют большинство компьютерных турниров. Это помогает им продавать свои игры обычным пользователям и удерживать многомиллионную аудиторию. И самым популярным дисциплиной является Dota 2 с суммарным призовым фондом 87 миллионов долларов. CSGO 33 миллиона долларов, StarCraft 27 миллионов американских долларов. Бро, и это далеко не весь список, его можно продолжать и продолжать. А теперь зарплаты. Генеральный менеджер Virtus Роман Дворянкин в интервью РИА Новости обозначил актуальную месячную зарплату игроков по Доте. Это 10 тысяч долларов в месяц. CSGO это 7 тысяч долларов в месяц. Причем это еще не топовые ЗП. Если говорить про команды, которые входят в топ-10 мирового рейтинга, то там зарплаты могут доходить до 35 тысяч долларов в месяц. Но, конечно, попасть в топовую команду невероятно сложно. А все, что вне топа, то там пахнет не деньгами и славой, а тиной и рыбой. Поэтому игры играми, а жизнь вне рамок монитора для меня гораздо интереснее. Хотя киберспортсмены со мной навряд ли согласятся. Но на то они и киберспортсмены. И кто мог подумать, что эта история наберет такие огромные масштабы. Но я не о том, чтобы ты сейчас бежал и качал контроль доту. Я о том, что ты еще можешь успеть урвать свой лакомый кусок от этого многомиллиардного пирога. Это был я, Дмитрий Антошкин. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Впереди еще много перспективных проектов на моем канале. Пока!